Дамы и господа, президент Азербайджанской республики Ильхам Гейдароглы Алиев и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приняли совместные заявления глав государств. Заявление для прессы президента Азербайджанской республики и президента Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, дорогие друзья, еще раз от всего сердца приветствую наших дорогих гостей. Президент Российской Федерации совершает государственный визит в Азербайджан. Этот визит носит особый характер. Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер. В этом году мы дважды встречались. Один раз в Москве, один раз на полях международного мероприятия. Но, конечно же, формат и характер государственного визита – это особый случай, если можно так сказать, и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений. Приняты сегодня документы, включая в первую очередь совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений. Положение о декларации о союзническом взаимодействии, которое было подписано в феврале 2022 года, успешно реализуется. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи. Мы сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений. И даже достаточно посмотреть на состав делегации, чтобы увидеть, что сфера деятельности межгосударственных структур на самом деле достаточно обширна. Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями, рост товарооборота и в прошлом году, и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества. Мы перешагнули в прошлом году рубеж $4 миллиарда и обменялись мнениями о том, что, естественно, это не предел. Особое внимание всегда уделяется сфере гуманитарного сотрудничества. В Азербайджане существует 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучается около 160 тысяч учеников. Более 800 тысяч учеников изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов. Успешно функционирует филиал МГУ имени Ломоносова и медицинского университета имени Сеченова. И сегодня также мы обсудили вопрос развития отношений в сфере образования. Мы также подробно на встрече в узком формате обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. После сентября прошлого года в регионе создалась совершенно новая ситуация. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. И, естественно, новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. И от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависит стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона. Мы подробно обсудили реализацию проекта «Север-Юг», который имеет исключительно важное значение и для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами, транспортными путями. Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожные, и автомобильные сегменты коридора Север-Юг полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимаемся модернизацией железнодорожного участка этого коридора с тем, чтобы повысить его пропускную способность. Мы говорим о возможности транспортировки грузов
от 15 миллионов тонн в год и выше, до 30, и это вполне реально. И в данном случае и Россия, и Азербайджан, и, я надеюсь, другие участники этого коридора совместными усилиями будем продолжать свою деятельность. Опять же, должен сказать, что мы в этом году уже предусмотрели средства порядка 120 миллионов долларов в долларовом эквиваленте для модернизации этого железнодорожного участка с тем, чтобы выйти на требуемую пропускную способность. Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов в день. Должен сказать, что даже во времена Советского Союза такого количества взаимных рейсов не было, причем они примерно поровну распределены между азербайджанскими и российскими перевозчиками. Это говорит именно о том, что контакты между людьми носят регулярный характер, и также мы сегодня отмечали рост взаимных посещений между гражданами наших стран. В сфере энергетики подробно была проанализирована ситуация как в нефтегазовой сфере, так и в сфере электроэнергии. Мы активно работаем в этом направлении и уверен, что и дальше будем координировать нашу деятельность. Также обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. Я из окна комнаты, в которой мы вели переговоры, показал Владимиру Владимировичу скалы, которые еще 2 года назад находились под водой, и сегодня они уже на метр вышли на поверхность. И это мы наблюдаем по всему побережью Абшеронского полуострова, и не только, по всему побережью Азербайджана. И мы договорились совместными усилиями проанализировать ситуацию и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем, с тем, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу. То есть проявление этого экологического бедствия мы уже видим невооруженным глазом. Я выразил благодарность Владимиру Владимировичу и российской стороне в целом за поддержку кандидатуры Азербайджана в качестве места проведения климатической конференции КОП-29. Поддержка России была исключительно важна, и мы сейчас работаем в том числе и в двустороннем формате над вопросами, связанными с подготовкой этой климатической конференции. Хотел бы выразить еще раз благодарность, Владимир Владимирович, вам за то, что вы приняли мое приглашение и посещаете Азербайджан с государственным визитом. Без сомнения, этот визит носит исторический характер и внесет свой важный вклад в дело укрепления дружественных и союзнических отношений между нашими странами. Благодарю за внимание. Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа, я хотел бы еще раз поблагодарить Ильхама Гейдаровича за приглашение посетить Азербайджанскую республику с государственным визитом. Нам очень приятно быть на гостеприимной земле Азербайджана, полюбоваться видами Баку, процветающего, развивающегося так под вашим руководством. Подчеркну, что Россия придает большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков. В ходе состоявшихся сегодня переговоров, да и вчера, мы начали их еще вчера, хочу вас поблагодарить за ту теплую атмосферу, семейную практически атмосферу, которая была создана для начала нашей встречи работы совместной. Сегодня в такой же обстановке мы уже деловые контакты продолжили в полном смысле этого слова. В ходе состоявшихся переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия.
В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития всего комплекса двухсторонних связей. Их решению будут способствовать и подлинные, и подписанные сегодня документы. Сейчас вы все были свидетелями того, как это произошло. Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами. Уже упоминалось, я говорил это в начале нашей встречи сегодня, 4 с небольшим миллиарда долларов оборот, и он растет, в этом году уже прибавил за первое полугодие 17%, 4 с лишним миллиарда прямых инвестиций в азербайджанскую экономику. Ну и, конечно, вот эти почти 1300 предприятий, работающих на азербайджанском рынке, говорят о том, что у нас ситуация развивается в положительном ключе и имеет хорошие перспективы развития. Президент Азербайджана только что говорил о тех направлениях, по которым мы работаем. Каждая из них представляет для нас реально стратегическое значение. Ключевые вопросы экономического взаимодействия держат на постоянном контакте коллеги из Межправкомиссии. Ее очередное заседание, состоявшееся в Баку в преддверии нашего визита, было весьма результативным. Россия входит в число крупнейших инвесторов, как я уже говорил, и мы этому только рады. На азербайджанском рынке наши компании чувствуют себя вполне комфортно. Здесь уже было упомянуто, это и компания «Лукойл», и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, «Солерс», УАЗ, в общем, они работают успешно и есть перспектива развития. Мы благодарны властям Азербайджана за созданные для их работы условия. Трансмаш Холдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена. Надеюсь, что те, кто будут пользоваться этими составами, тоже будут довольны. Российская объединенная судостроительная компания, об этом тоже президентом было сказано, вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса «Река-море» для перевозки нефтепродуктов. И их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки. Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта «Север-Юг». Это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты ко взаимной выгоде и к взаимному интересу. Активно расширяются гуманитарные связи. В июне в Азербайджане с успехом прошли Дни культуры России, в рамках которых состоялись выставки, концерты, театральные постановки и другие яркие культурные события. По доброй традиции мы приглашаем азербайджанских друзей приехать в сентябре на 10-й юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум. В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской республики. Ильхам Гейдарович, мы вам благодарны за это внимание к русскому языку. В стране действует более 300 школ с обучением на русском языке, открыты филиалы МГУ, Московского медицинского университета Сеченова. И в настоящее время, вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе, обсуждается инициатива создания в Баку Российско-Азербайджанского университета. Президент Азербайджана поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем. К такому проекту с нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. В России также многое делается для подготовки высококвалифицированных кадров для Азербайджана. В настоящее время в российских вузах обучается около 8 тысяч азербайджанских молодых людей, в том числе более 1000 за счет федерального российского бюджета. В наших странах чтят подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, помнят
о том, что наши отцы, деды и прадеды вместе защищали нашу общую родину и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. И мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей Великой Победы. Как уже сказал, на переговорах был рассмотрен и целый ряд вопросов региональной повестки дня, естественно, с учетом той роли, которую Азербайджан играет в Каспийском регионе и в Закавказье. Затрагивались и актуальные международные темы. Во внешней политике обе наши страны твердо придерживаются принципа верховенства международного права, суверенитета и невмешательства в внутренние дела. Россия и Азербайджан плотно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН и, конечно, в содружестве независимых государств. В октябре будем рады видеть Ильхама Гейдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, а также на встречах в формате Outreach, которая пройдет в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре этого года. Не обошли вниманием и нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов. Исходим из того, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе полностью отвечают коренным интересам всех государств и народов этого региона. Но и в заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены итогами визита. Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.